Гремело всю ночь. Сильнейшая атака Москвы. В сказки Зеленского никто не верит. Запад годами обещает крах России, а факты на фронте говорят ровно обратное. Один уволенный министр расшатал Зеленского сильнее целого фронта, и половина страны вышла на улицы. Американцы выдвинули Тегерану ультиматум по Ормузскому проливу, а внутри власти уже пошли первые трещины. Приветствую всех! 21 июля на календаре собрал для вас главное за день. Еще больше в моем телеграм-канале, ссылка под видео. Ставьте лайк, подписывайтесь и начинаем. Начнем с Киева. Ночь с 20 на 21 июля выдалась для украинских тылов одной из самых горячих за последнее время. И столица оказалась в самом центре этой ночи. Взрывы гремели в Киеве несколько раз, серия прилетов прошла по разным районам. Не остался в стороне и Харьков. Там за ночь тоже несколько раз гремело. По сути, сразу два крупнейших города Украины почувствовали эту ночь на себе в полной мере, а не отдельными точечными эпизодами. Но основной удар пришелся по Одессе. Под ударом оказалась портовая инфраструктура. В Одесской области выведены из строя заправки, а беспилотники отработали по двум морским судам – Балкеру и Сухогрузу. Оба, по данным с мест, доставляли грузы для украинской армии в порт Черноморск. Вот важный момент. Россия продолжает системно обнулять порты Одессы. Перекрывает каналы, по которым идут западное оружие и топливо. Каждое пораженное судно – это не только потеря конкретного груза, это еще и сигнал. Заходить в украинские порты становится все опаснее. И удары по Черноморску здесь не случайны. Именно через него часть грузов и заходит. И вот вопрос. Вы правда думаете, что после такой ночи Зеленский выйдет и снова скажет «мы все сбили»? По сути, речь идет не о разовой акции, а о планомерной работе сразу по нескольким направлениям. И вот здесь заявления Зеленского про сбитые все ракеты и все дроны трещат по швам. Кадры этой ночи уже крутят западные СМИ. Скрывать картинку больше не получается, она разошлась мгновенно. По сути, красивая история рассыпается прямо на глазах. И чем громче звучат отчеты об успехах, тем сильнее они расходятся с тем, что люди видят своими глазами каждое утро. Западные элиты и подконтрольные им СМИ продолжают кормить аудиторию одной и той же историей. Мол, Россия вот-вот проиграет, а ее экономика на грани краха. Но вот в чем проблема. Эта картинка все сильнее расходится с реальностью. И теперь даже западные военные аналитики признают, Москва действует по четкому, заранее просчитанному плану. Бывший высокопоставленный британский военный в интервью прямо заявил, что тезисы, которые крутят на Западе, не имеют отношения к фактам. Я думаю, что на Западе в целом бытует мнение, которое можно услышать от некоторых людей, что Россия проигрывает на поле боя и что российская экономика вот развалится. Я слышал это много раз, но нет никаких доказательств, подтверждающих ни то, ни другое. По его словам, ошибка Запада в полном непонимании мотивов Москвы и природы самого противостояния. Для России это фундаментальный вопрос. Речь о собственной безопасности и о сохранении суверенитета. И, как отмечает эксперт, если на первом этапе Москва пыталась использовать силу лишь как аргумент для дипломатии, то именно вмешательство Запада затянуло конфликт. Дальше самое интересное. Эксперт напомнил о весне 2022 года, когда стороны были в шаге от урегулирования. Они были готовы подписать, как и обе стороны, соглашение, которое остановило бы войну. В нем не было пункта о вступлении Украины в НАТО, о нейтралитете Украины, о самоопределении Донбасса. Но они были готовы подписать его, и оно было бы подписано. Я почти уверен, что если бы не Борис Джонсон, который, несомненно, при поддержке Байдена, приехал и убедил Зеленского воевать с Россией, заявив, что он получит всю необходимую поддержку. Если мир был реально готов к подписанию, то кому и зачем понадобилось его сорвать? По сути, это ключевой момент, о котором на Западе предпочитают молчать. Западные обыватели, привыкшие к голливудским масштабам, часто критикуют темпы продвижения российских войск. Но военные специалисты подчеркивают, медленное движение – это не слабость. Это часть системного плана, при котором минимизируются собственные потери. Россия планомерно расширяет подконтрольные территории, а не гонится за красивой картинкой в отчетах. В итоге расклад выглядит так. Пока западные лидеры живут сиюминутными лозунгами и пиаром, российская сторона играет в долгую. И по мнению эксперта, попытки НАТО переиграть Москву в этом противостоянии изначально обречены.
Идея о том, что НАТО, вы понимаете, может объединить разрозненную группу стран с разным уровнем вооруженных сил, с разным уровнем оснащенности и превратить их в коалицию, способную победить самую закаленную в боях армию в мире. Знаете, это просто не укладывается в голове, не так ли? Не нужно быть военным, чтобы это понять. Теперь к внутренней кухне Киева. И тут у Зеленского все летит под откос. Кризис в военном руководстве не просто не гаснет, он разгорается с новой силой. Смотрите, что произошло. На прошлой неделе Зеленский уволил министра обороны Михаила Федорова, и это вызвало по всей стране бурю негодования. Митинги прошли не только в Киеве. Люди вышли на улицы в Одессе, Львове, Днепре, Николаеве и еще в целом ряде городов. А в понедельник случилось то, чего в Киеве явно не ждали. Федоров отклонил предложение вернуться в правительство. По сути, публично отказал самому президенту. И вот в чем соль. На выходных, когда стало ясно, насколько сильно рвануло общество, Зеленский сам предложил Федорову вернуться, да еще и с расширенными полномочиями. Жест примирения. Но Федоров ответил жестко. «Возвращаюсь только в Министерство обороны, и точка. Никаких новых кресел и красивых должностей ради галочки». Более того, он поддержал митингующих и выразил надежду, что президент, как он сказал, сдаст назад и услышит народ. Вы правда думаете, что человек так ведет себя, если у него нет за спиной серьезной поддержки? По сути, Федоров сейчас диктует условия, а не президент. Но одним Федоровым дело не ограничивается. От Зеленского требуют еще и заменить главкома. Речь про генерала Александра Сырского. Именно с ним экс-министр обороны и повздорил по поводу того, как вообще Украине вести свою кампанию. И теперь звучит запрос на военачальника нового, молодого поколения вместо Сырского. В итоге картина такая. Зеленский провел последние 4 дня в закрытых встречах с военными командирами и политическими советниками. Пытается нащупать выход. А выхода пока не видно. Потому что протесты охватили практически все города Украины. И это уже не про одного министра. Это про доверие к самому Зеленскому. И напоследок, то, зачем сейчас стоит следить особенно внимательно. Отношения американцев и Ирана вышли на опасный пик. Напряжение максимальное за долгое время. Вашингтон при этом гнет свою линию. Мол, все удары по иранским объектам носят исключительно защитный характер. Цель одна – безопасность мирового судоходства. По версии официальных лиц Штатов, Иран продолжает нападать на коммерческие суда и уже попытался взять под полный контроль Ормузский пролив. А это, на минуточку, ключевая артерия мировой торговли нефтью. Через нее проходит внушительная доля всей нефти, которую возят по морю. Несмотря на активную фазу и постоянную угрозу эскалации, Белый дом оставляет окно для дипломатии открытым, но с жестким условием. Ультиматум звучит так. Иран обязан полностью прекратить атаки, иначе никаких переговоров. Госсекретарь Марко Рубио прокомментировал это прямо. Единственная причина, по которой США наносят удары, это по активам Ирана, которые используются для атак по всему миру. Коммерческое судоходство. Ормузский пролив является международным водным путем, и они продолжают наносить удары по судам, проходящим по этому международному водному пути. Но до тех пор, пока Иран настаивает на контроле над международным водным путем, нам придется реагировать на это. По сути, Вашингтон говорит, мы бьем не потому, что хотим, а потому, что вынуждены. И тут же добавляет, дверь для дипломатии все еще открыта. Но открыта она только на американских условиях. Я думаю, что мы всегда открыты для дипломатии. Это должно быть реально. Это должно быть соглашение, по которому они готовы жить. Послушайте, Иран неделю назад должен был сделать заявление о том, что Ормузский пролив будет открыт, и что они больше не будут нападать на суда. Вместо этого они атаковали 3 корабля. Кажется, это было в прошлую пятницу или субботу. Так что я думаю, их поведение должно измениться, чтобы изменилось и наше. А теперь самое интересное. По словам Рубио, внутри самого иранского руководства нарастает раскол. Одни понимают, что экономика в тяжелейшем состоянии и хотят договариваться. Другие настроены максимально воинственно и сдавать назад не собираются. И по его словам, если верх возьмут прагматики, это станет позитивным сдвигом. Но пока, признает он, до этой точки далеко. Они продолжают посылать сигналы о том, что хотят говорить, хотят вести переговоры. Но мы реагируем на их поведение. Становится все более очевидным, что даже внутри их собственной системы нарастает раскол. Возможно, некоторые ваши СМИ уже писали об этом. Между теми, кто понимает, что их экономика в упадке, им нужно что-то предпринять, иначе очень скоро у них начнутся серьезные проблемы, экономические, внутренние и так далее. А еще есть те, кто крайне воинственно настроен по отношению к жизни и миру и продолжает запускать ракеты. Если откроется дверь для дипломатии, если победят те, кто хочет сделать что-то полезное для Ирана,
и возьмут под контроль эту систему или переговоры, это будет очень позитивным событием. К сожалению, пока до этого далеко. В итоге расклад такой. Пока Иран не изменит стратегию в Ормузском проливе и не прекратит ракетные и дроновые атаки, американцы намерены и дальше отвечать ударами по инфраструктуре страны. А значит, спокойнее в этом регионе в ближайшее время точно не станет. Итак, что мы имеем на сегодня? Пока Киев после очередной ночной атаки говорит не о переговорах, а о сбитых дронах и новых поставках, картина складывается все та же. Реального стремления к миру за этой риторикой не видно, зато отчетливо видно желание выбить у Запада еще оружие. А Запад, если верить уже его собственным военным, все чаще признает, заявленная стратегия против Москвы не срабатывает. Внутри самой Украины тоже неспокойно. Улицы выходят из-под контроля, отказ Федорова вернуться обернулся новым витком протестов против Зеленского. И теперь любой его шаг только загоняет власть глубже в угол. А на Ближнем Востоке своя развязка назревает. Америка и Иран сошлись вплотную у Ормузского пролива, и там все еще может рвануть по-крупному. Пишите в комментариях, что обо всем этом думаете, читаю каждого. Лайк и подписка в помощь каналу, а все самое острое в Телеграме, ссылка под видео. Медиашот был с вами. До скорого.